Я выступил впереди шествия, зная, что и другие пойдут за мной. Он был среднего роста, вспоминала Остроумова Лебедева, молодой, худенький, с пушистыми светлыми волосами и голубыми глазами. Но несмотря на эту хрупкость, в нем жил высокий и сильный дух, несущий в себе глубокий и богатый эволюционный потенциал. «Художник – это тот, – писал Александр Блок, – кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей, видит не только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной. Тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему не фальшивя. Чурлёнис совершил революцию в живописи благодаря тому удивительному синтезу, который жил в нем. В нем соединились и музыка, и живопись, и глубокая философия. В нем соединились сразу два мира – земной и тот другой, прекрасный и совершенный, который оживал на его полотнах и удивлял и восхищал его зрителей. Революция, произведенная им, была не понята его современниками и во многом не осмыслена до сих пор. Большое видится на расстоянии. Ему удалось изменить в человеческом сознании соотношение миров, снять с тонкого мира ту пелену, которая мешала видеть его реальность. Сняв покров, скрывающий реальность тонкого мира, он изменил соотношение миров в человеческом сознании. Утонченный музыкант и гениальный художник проявил кистью невидимый мир, в котором зарождалась и светилась новая красота, принесшая необыкновенную притягательность и удивительную магию его картинам. Слияние музыки и живописи дало нездешние краски и формы на картинах художника. Целая плеяда художников, творцов новой красоты, была вдохновлена энергетикой этих картин Чурлёниса и его музыкой. Так показательно, что именно музыкант и композитор явился первооткрывателем этой новой красоты, ее высокой энергетики, показав важность музыки в эволюции творчества. Я накоплю силы и вырвусь на свободу. Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, зачарованную страну, самую прекрасную на земле. И буду долго-долго смотреть на все, чтобы ты обо всем прочитала в моих глазах. Ища мир вечной красоты, Чурлёнис и возвращался в прошлое, и искал в настоящем, и устремлялся в неведомое еще нам будущее. Удивительные нездешние сюжеты возникали на его полотнах, древние миры в утонченных формах, как будто земных и в то же время неземных, бушевавшие потопы, скрывавшие под водой целые материки. Неведомые письмена появлялись на скалах, качались над головами людей короны из неземных золотых перьев. В прозрачной мгле являлись древние стены и башни. Дым жертвенников поднимался ввысь с крыш храмов, и светились в небе незнакомые созвездия. Сам художник существовал в мире, который был совсем не похож на тот, который жил в его уникальных работах. Живя в одном мире, он нес в себе богатство другого, не грубого и осязаемого, а того, который был похож на сон, и утонченная материя которого свободно поддавалась воле и замыслу художника-творца. Эдуардос Межелакис написал очень точные слова о Чурлёнисе. Если правда, что благодаря пылающему, горячечному мозгу гения народы и времена прозревают свое будущее и тогда рвутся к нему, то Чурлёнис был для своего народа именно таким художником, был предтечей, возвещенным из грядущей космической эры.